Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о полнолунии, уделим внимание, что нужно сделать в это полнолуние, на какие моменты и аспекты обязательно обратите внимание, а также обязательно зарядите купюру на привлечение потока изобилия, достатка и благополучия. Итак, друзья, у нас с вами полнолуние и первое полнолуние в марте. Мы все ожидаем 18 марта. Произойдет 10 часов 17 минут по московскому времени на оси Дева Рыбы. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами в этот день будет и Луна без курса. Она будет с 11 часов 11 минут до 14 часов 24 минут по московскому времени. Это время, когда не следует начинать никакие важные дела, не общаться на какие-то глобальные темы, ну и не занимайтесь в этот период зарядкой, заряжать энергией изобилия ваши амулеты, обереги или для защиты от любого негатива. Также обращаем ваше внимание, что 18 марта в первой половине дня стоит быть все-таки осторожнее, потому что энергия именно полнолуния в знаке зодиака Девы будет не слишком, к сожалению, гармоничной. У людей будет появляться какая-то придирчивость ко всему, при этом без оглядки. Вот захочется сказать и быть недовольным, и все. Будет появляться критичность, какая-то подозрительность. И вот это все моменты будут мешать получить желаемое. Поэтому в этот день не стоит обращаться к начальству и высокие инстанции. По крайней мере, в первой половине этого дня. Потому что вы с меньшей вероятностью сможете получить хороший результат. Вообще постарайтесь, если у вас идет встреча с коллегами по работе, где вы будете обсуждать именно не личные вопросы, а именно рабочие моменты с руководством, также подписание каких-то контрактов, не стремитесь это сделать именно 18 марта. Но обращаем ваше внимание, гармоничная Луна у нас уже появится с 14 часов 25 минут по московскому времени. И, пожалуйста, именно в это полнолуние, это у нас все-таки полнолуние в знаке зодиака Девы. Дева будет еще иметь на нас особое отношение, потому что она влияет на наше Дева, на наше здоровье и самочувствие. Поэтому энергетика этого полнолуния может человеку, с одной стороны, подарить очень много сил, энергии, но вот здесь другой момент: не каждый человек и не каждое тело может справиться с этой энергией, поэтому велика вероятность появления неблагоприятных состояний. У человека может болеть голова, быть апатия, человек может быть всем недоволен, также может допускать какие-то ошибки, которые повлияют на дальнейшие события в жизни, поэтому старайтесь сегодня не принимать каких-то глобальных изменений и кардинальных, никакие не делать кардинальные изменения в жизни. Постарайтесь сегодня, 18 марта, уделить время прогулке с любимыми людьми или просто проведите время так, как вам комфортно, но чтобы вам было именно хорошо. Любите на прогулке, будьте на прогулке. Любите заниматься спортом, фитнесом, вперед в зал или на природу. Также 18 марта не идите ни в коем случае на поводу у своих эмоций, у своих чувств и физического состояния, потому что мы сегодня будем очень восприимчивы ко всем существующим эмоциям и способны зажечься буквально по щелчку пальцев. Поэтому лучше подходите к выполнению любых тех задач, которые стоят сегодня перед вами, более разумно, спокойно и с трезвой головой. Иначе у вас просто ничего не будет получаться. Очень благоприятно, если вы в полнолуние наведете в порядок в тех местах и областях вашей жизни, где его нет, где нет этого порядка, где у вас все хаотично, где у вас все безалаберно в какой-то степени, где у вас бардак и беспорядок.
Обязательно постарайтесь 18 марта принять ванну с солью, с травами, если, конечно, есть такая возможность. Сходите на массаж или сделайте себе сами массаж. Обязательно постарайтесь расслабить тело и ни в коем случае не держите мышцы в напряжении. Также медитируйте, проводите практики. Можете как вариант выписать взять бумагу, написать на бумаге то, что, допустим, вас злит, в чем вы недовольны, возможно, у вас депрессия, и вот вы не знаете, как из этого выйти. Начните, берете листок бумаги, начинаете ручку и карандаш, начинаете писать то, что вот вас раздражает, то, что вам не нравится в вашей жизни. И это касается любой сферы вашей жизни, то есть не только, например, вашего здоровья, это может касаться и личных отношений, денег и так далее. Обращаем ваше внимание, если будут течь слезы, плачьте, не переживайте, это нормально. Ваша душа таким образом очищается, и к вам, кстати, после этого начнут приходить мысли, идеи, возможности, как решить те или иные вопросы. И, конечно же, благодарите, сегодня очень важно, 18 и 19 марта проводите практику благодарности, благодарите окружение, которое есть с вами, благодарите высшие силы, ангелов-хранителей, это очень важно. 18 и 19 марта мы не рекомендуем впадать в панику и депрессивное состояние. Да, очень тяжелое время, многие люди не понимают, что происходит, что им делать, куда бежать. Многие просто в панике, поэтому прочь апатию, ссоры, конфликты. Если у вас предстоят какие-то операции с деньгами, отложите. Также... Если у вас, вот вы планируете идти к врачу на какую-то операцию, тоже отложите все после уже 18 марта. Вы должны понимать, что все ваше тело чувствует, и негативно сказывается то, когда ваша душа заполнена гневом, вот агрессией, болью, обидами, потому что все это прямо, к сожалению, связано с телом человека. Поэтому, пожалуйста, все-таки старайтесь избавиться. Да, сейчас кто-то скажет, да, вам так легко говорить. Вы знаете, все мы учимся, и все мы стараемся осознавать и понимать то, что происходит в этом мире. Чем будет интересно это полнолуние? Вы знаете, много мы говорили, уже у нас, кстати, видео есть на канале, которое вышло более раньше, кстати, на полнолуние, но вот хотим еще раз проговорить некоторые моменты касательно этого полнолуния. Во-первых, это полнолуние у нас с вами в напряженном аспекте к черной луне. А о чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что вранье, интриги, информационная война, которая сейчас ведется в мире, дойдет до своей кульминации. И станет вот очевидным и понятным то, что ранее скрывалось. То есть, знаете, падет занавес, и мы увидим то, что до этого момента нам навязывали, нам говорили, что это правильно, что это хорошо и так далее, но мы поймем, что мы увидим в реальности. Конечно же, многие люди возьмутся за голову, но вы должны понимать, мы простые все смертные, мы только можем помогать энергиями своими, вибрациями, поэтому отправляйте на планету, отправляйте в космос энергию любви, чтобы люди быстрее проснулись, поняли и осознали, что вообще происходит. Чем быстрее люди поймут, тем всем нам мы поймем, как нам дальше двигаться, жить, работать и так далее. Но забегая наперед, хотим сказать вам о том, что мир изменился и очень кардинально. Всего того, что было до 23, до 24 февраля, уже не будет, как бы вы ни хотели. Если вы привыкли, извините, находиться в бриллиантах, есть... не знаю, что в каких-то дорогих французских ресторанах в Париже и так далее, это уже забывайте. К сожалению или счастью, сложно это сказать, для кого это, как это, в каком русле, но мир очень кардинально меняется. И сейчас знаете, на ринг, в театре вот этих всех событий будут проявляться другие события и моменты. Поэтому будьте также внимательны, будьте осторожны, обязательно берегите себя. Далее. Управитель полнолуния Меркурий, друзья, будет в точном аспекте к Урану. Это мы говорим о том, что
Появятся новые договоренности, новые рабочие условия, новые возможности. Также появятся новые возможности в коммуникациях. Обращаем ваше внимание уже, какие происходят изменения. Новые изменения в эмиграции. А также Меркурий у нас с вами идет на соединение с планетой Юпитер. А это говорит, что будут затрагиваться социальные сферы, международные отношения и инновации. К сожалению, многие люди еще не видят, что происходит в мире. То есть вот то, что произошло 23-го, кто-то считает, что 24-го, потому что, ну, мы скоро все узнаем, конечно, с вами, но это как бы, знаете, такие те детали, которые сейчас не принципиально важны. Но то, что мы увидим и то, что мы узнаем, мы удивимся. Но, знаете, все говорили о том, что эра Водолея, идут изменения и так далее, и так далее, и так далее, они начали происходить. И вот они уже начали происходить на материальном плане. И это очень здорово, потому что нам нужно это все вычистить и начать заново жить и работать. Поэтому, друзья, то, что у нас началось в новолуние 3 марта, оно достигнет своей кульминации вот 18 марта. И вот те новшества, которые уже, знаете, вот эти ростки, они уже появились, мы их, ну, сложно сказать, кто видит, кто не видит, потому что каждый человек имеет свою какую-то определенную информацию, это будет уже внедряться в нашу жизнь. Также обращаем того, что Луна будет в благоприятном аспекте с узлом будущего. Это значит, что все, что будет происходить с полнолунием в контексте тех сфер, за которые оно отвечает, будет иметь будущее и повлияет на само это будущее. В чем нужно быть очень внимательным на данном этапе? Со своему здоровью, особенно в сфере дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы. Также очень будьте осторожны с пожарами, с травмами и поломками. Далее могут быть сбои в интернете, электричестве, в навигации. То есть если вы работаете с навигаторами, как-то ваша работа с вами, перепроверяйте саму технику. Это очень важно. Также обращаем ваше внимание, что главной темой этого полнолуния являются наши мысли, наши слова и наша вера. Меркурий с Юпитером в рыбах – это у нас духовность, это забота о мире, это творчество, это интуиция и вера. Поэтому где ваши мысли, там и ваше будущее. Поэтому если ваши мысли о том, что как же я теперь буду дальше жить, то у вас, к сожалению, будущее, ну вот оно закрытое, вы ничего не видите. Если вы в своем мире на данном этапе, вы воодушевлены, вы знаете, что вы хотите делать, возможно, это даже не так, как это нужно, но все равно вы хотите, стремитесь, идете вперед и так далее, знаете, у вас все будет получаться. Потому что даже если у вас есть какие-то идеи, вы не зациклены, у вас нет депрессии, у вас нет этих мыслей, что все плохо, что все ужасно, все, конец света и так далее, а вы думаете о том, как вам дальше двигаться, учтите, у вас есть будущее, кроме того, как это будущее будет корректироваться. То есть, если вы, например, сейчас планируете, что вы хотели поехать отдохнуть, да, вы полетите на отдых или поедете на отдых, но немножко сроки немножко отойдут на позже, но при этом в какой-то момент вы поймете, что, например, если вы хотели лететь в одну страну, более далее вы поймете, что вам будет интересна уже более другая страна по разным моментам. И, друзья, как всегда, давайте с вами проведем практику в полнолунию. Заряжаем нашу дорогую, любимую купюру. У каждого должна быть эта своя купюра. Итак, 18 вечера помещаем купюру на подоконник. Можем рядом еще и положить несколько монет. И обращаемся к Луне с просьбой наполнить купюру силой. Представляем, как от Луны отходят лучи света, достигают нашей купюры и наполняют ее светом, наполняют ее энергией изобилия, энергией процветания. И вот представляете, побудьте вот в этом вот таком вот прекрасном состоянии несколько минут. Далее оставляем купюру на подоконнике до утра, до 19 марта, а утром обязательно убираем. И, друзья, у нас Луна начнет убывать, а вместе с ней и сила купюры.
И далее купюру или монету помещаем в кошелек или в коробочку с остальными деньгами. А вот такое у нас, друзья, будет с вами интересное и необычное полнолуние.